Для вязания звероколпачка в виде Hello Kitty нам понадобятся такие основные материалы. Это пряжа белого и розового цвета, одинаковой толщины, любая пряжа на ваш вкус, какая у вас есть. Более тоненькая пряжа, например, ирис, розовая или красная для бантика. Также понадобятся маленькие черные полубусины для глазок, или же их можно будет вышить. Естественно, крючок. Я вяжу акриловой пряжей и крючком номер 2. Толщина пряжи у меня 300 метров на 100 грамм. И также нам еще понадобится немножечко черной ниточки тоненькой, например, мулине или обычной нитки для шитья, и немножечко желтеньких для того, чтобы вышить усики и носик для котенка. Мы начинаем вязание с белой ниточки и вяжем мы колпачок сверху вниз, то есть начинаем вязать с головы. Делаем рабочую петельку, надеваем на крючок и вяжем 2 воздушные петли. Во вторую петлю от крючка вяжем 6 столбиков без накида. Далее переходим сразу к вязанию второго ряда. Мы не вяжем соединительный столбик и петлю подъема и вяжем по спирали. Сразу же переходим к вязанию второго ряда и в петельку первого столбика без накида предыдущего ряда вяжем 2 столбика без накида в одну петельку. И таким образом мы вяжем до конца ряда, провязывая 2 столбика без накида в каждую петлю. И у нас в итоге получится 6 прибавок в этом ряду. Ряд связан, и в нем у нас получилось 12 столбиков. В следующем ряду продолжаем выполнение прибавок. Будем вязать 1 столбик без накида, а в каждый второй столбик в петлю предыдущего ряда выполняем прибавку. И таким образом вяжем до конца ряда. 1 столбик без накида, прибавка. Ряд связан, и у нас теперь 18 столбиков в ряду. Переходим к вязанию следующего ряда, в котором мы также выполняем 6 равномерных прибавок. Для этого мы свяжем 2 столбика без накида, а в каждый третий столбик ряда будем выполнять прибавку, провязывая 2 столбика без накида в одну петельку. И таким образом вяжем до конца ряда. 2 столбика без накида, прибавка. Итак, ряд довязан, и теперь у нас 24 столбика. Дальше нам нужно связать 4 ряда ровно, без убавок и без прибавок. То есть дальше нам нужно связать 4 ряда по 24 столбика в каждом ряду. И вяжем 4 ровных ряда. Я связала 4 ряда, вот такая заготовочка у меня получается, и со следующего ряда мы начинаем выполнять убавки. В первом ряду мы вяжем 2 столбика без накида, а каждый третий и четвертый столбик вяжем вместе, выполняя убавку. И таким образом вяжем до конца ряда 2 столбика без накида, убавка. У меня ряд связан, в нем теперь 18 столбиков. В следующем ряду продолжаем выполнять убавки. Теперь мы будем вязать 1 столбик без накида, а каждый второй и третий столбики вяжем вместе.
тем самым выполняя убавку. Итак, вяжем до конца ряда. 1 столбик без накида, убавка. Я связала, теперь у меня 12 столбиков в ряду, и на этом этапе нужно положить наполнитель в нашу детальку. Наполнителя мы кладем немного, так чтобы форма держалась, но чтобы деталька не стала тяжелой, иначе будет неудобно пользоваться, и он будет мешать писать, будет перевешивать центр тяжести, сместиться с ручки, и она станет нефункциональной. Поэтому здесь главное не переусердствовать, положить достаточное количество, чтобы форма была шариком, но чтобы деталька не была тяжелая. И дальше продолжаем вязание. В следующем ряду выполняем 6 убавок, провязывая каждые 2 столбика вместе. У нас получилось 6 столбиков. Дальше мы делаем соединительный столбик в следующую петельку, чтобы выровнять высоту ряда. Закрепляем и отрезаем ниточку. Дальше мы будем продолжать вязание розовой ниточкой. Мы делаем сразу рабочую петельку, надеваем ее на крючок и прикрепляем в любом месте абсолютно заготовочки нашей под любую петельку. Вводим крючок, захватываем рабочую нить и вяжем, как обычно, столбик без накида. И в эту же точку еще один столбик без накида. И теперь до конца ряда вяжем в каждую петельку предыдущего ряда по 2 столбика без накида. То есть в каждую петельку предыдущего ряда выполняем прибавку. И так вяжем до конца ряда. Итак, у нас получилось 12 столбиков в ряду. И дальше примерно 14 рядов, 14-15 мы вяжем ровно по 12 столбиков без накида в каждом ряду. Вы можете связать длиннее или короче, на ваше усмотрение. Можно довязать до конца ручки, чтобы вся ручка была, вставлялась в этот колпачок. То есть как вам больше нравится. Я обычно 14 рядов примерно провязываю ровно по 12 столбиков без накида, и такая высота ножки позволяет плотно звероколпачку сидеть на ручке, не соскальзывать с него и не болтаться. Поэтому длину вы можете регулировать на свое усмотрение. Я вяжу 14 рядов по 12 столбиков без накида. У меня вот такая получилась заготовка. И теперь уже будем превращать эту палочку в кошечку. Берем снова белую ниточку, делаем рабочую петельку, надеваем на крючок и определяем место, где у нас будет ушко. Ну вот где-то вот здесь, в 3-м ряду примерно. Вводим крючок под ряд, под столбик. Захватываем рабочую нить и вяжем соединительный столбик. И мы прикрепились к игрушке, к голове игрушки. Дальше делаем накид, вводим в эту же точку крючок и провязываем полустолбик с накидом. Накид в эту же точку, столбик с одним накидом. Накид, теперь рядышком вводим крючок и еще один столбик с одним накидом. Накид,
полустолбик с накидом, сюда же в эту же точку столбик без накида и в эту же точку полустолбик. Закрепляем и отрезаем ниточку. Теперь остатки нитки нужно спрятать внутрь детали. Можно спрятать с помощью крючка, можно вдеть в иголочку и спрятать внутрь. Если вы будете пользоваться крючком, найдите место, вот где убавки, например, где есть большое отверстие, вводите крючок туда, выводим максимально близко к петельке, к началу вязания, да, где у нас торчит ниточка, захватываем ее и прячем внутрь детали, хорошенечко подтягивая. И то же самое повторяем с другой стороны. Максимально близко к ниточке выводим крючок, захватываем ниточку, прячем внутрь и туго, сильно-сильно ее подтягиваем, чтобы подтянулась к детальке. И вот такое ушко у нас готово. Второе ушко с другой стороны свяжем точно так же. Вот такая заготовка у меня с двумя ушками. Теперь вышьем носик. Я вдела тоненькую желтую ниточку. Выбираю место, где будет носик по центру между ушками. Ну, вот примерно здесь, наверное, я сделаю. И ввожу ниточку. И делаю несколько стежков. Здесь аккуратно, чтобы ниточка не выскочила. Первый стежочек. Сильно не затягивайте. На одном и том же месте делаю 2-3 стежка. Достаточно. Вывожу иголочку и подальше. Вот здесь где-то вывожу. И обрезаю здесь нить на натяжении, чтобы она спряталась внутрь. Я приклеила сразу глазки, вышила носик, да, ушки, и теперь мы вышьем реснички, кошечки. Я взяла обычную нитку для шитья черного цвета в 2 сложения, тоненькую иголочку, и ввожу ее где-то подальше от глаза и вывожу в том месте, откуда планирую начать формировать реснички. Подтягиваю ниточку так, чтобы она спряталась вовнутрь, но не до конца. Вот спряталась, чуть-чуть подтянули и все. И делаю маленький стежочек, закрепочку, чтобы зафиксировать нитку, и она у меня не выскальзывала. Такая закрепочка заменяет нам узелок, и работа получается более аккуратной. Вот, теперь ниточка не выскользнет. И делаю 3 стежочка произвольно, как уже получится. После третьего вывожу сразу иголочку на обратную сторону, на второй глазик, чтобы сделать такие же реснички с другой стороны. И здесь все повторяем то же самое, зеркально. 3 реснички. И вот такая получается у меня кошечка. И нам не хватает только розового бантика. И я беру ниточку потоньше, я беру ирис розовый, более контрастный, и крючок 1,5. Делаем рабочую петелечку и вяжем 5 воздушных петелек. Теперь делаем 2 накида и в первую цепочку, первую петельку этой цепочки вводим крючок и вяжем столбик с 2 накидами. Снова 2 накида и сюда же. И еще разочек в эту же точку вяжем. И у нас получается 3 столбика с 2 накидами. Теперь вяжем 4 воздушные петельки. И в эту же первую цепочку соединительный столбик.
Теперь вяжем 4 воздушные петельки снова, 2 накида на крючок, и в эту же точку теперь вяжем 3 столбика с 2 накидами, только с другой стороны. Теперь снова вяжем 4 воздушные петельки и сюда же в эту же точку соединительный столбик. Закрепляем и отрезаем ниточку. Бантик готов. Можно еще вот этой ниточкой вот так обмотать, чтобы зафиксировать. Вот и все. Пришиваем или приклеиваем бантик, и наш звероколпачок на ручку готов. Кстати, такой же бантик можно прикрепить еще вот сюда и как-то вот более изящную сделать шею, переход от головы к телу, так сказать. Ну, в принципе, можно ограничиться и этим. И вот такой звероколпачок у нас с вами получился в этот раз. Если вам понравилось это видео и было вам интересно или полезно, не забудьте поставить лайк под ним и подписаться на мой канал, не пропустить новые мастер-классы. Я желаю вам приятного творчества и до встречи на новых видеоуроках. Пока-пока!